УАЗ Патриот с новым мостом нового образца, это 2020 года. И он вообще приехал ко мне сейчас. У него течь, сальник имеет, ну это как обычно у всех. Но тут, что интересно, у него как раз совпало, можно сказать, удачно. При повороте и у него скрип спереди. Два скрипа спереди бывает, самых распространенных. Первый скрип, это который у вас, вы по кочкам поворачиваете, он так чуть-чуть. То есть не от вращения колеса, не от скорости вращения колеса, а он просто у вас от раскачки скрипит. Это у вас, скорее всего, шкварня. То есть у вас колеса чуть-чуть поворачивают в определенном положении и подскрипывают шкварня. Их можно смазать, и года на 2 смазки хватает. Сейчас я это покажу, как разберу. А второй скрип, это как-то я на покатушке снимал, ездил с него клубом, там ехал Патриот, и у него был такой противный писк, такой скрип был. Но он был именно в зависимости от вращения колеса, то есть он совпадал с вращением колеса. А это скрип уже на новых мостах втулок этих, тоже сейчас покажу, как он устроен, из-за чего он происходит. То есть вот здесь два скрипа. Сейчас я разбираю, когда разбираю, добираюсь до каждой из причин. Сейчас я здесь разберу. Вот это можно смазать, вообще даже не снимая колес, шкварня. Я просто раз здесь все разбираю, мне будет удобно. Я вам сразу покажу, как это смазывается, каким методом. А вот втулку, это уже все. Это только снимать, полностью разбирать ступицу. А если вы снимаете уже цапфу со ступицы, то вам придется в любом случае менять сальник. Короче, там работ куча всего лишь из-за одной гребаной втулочки. Ну все, сейчас разбираю, показываю. Вот разобрал. Втулка здесь, задиров никаких нету. И на полуоси, только в самом краю, где черная полоска, хотя вроде бы ничего блестящего нету, чтобы скрежетало, но очень может быть, что здесь во втулке не было смазки. Проверяем втулку. Опа-да. Сейчас. У меня есть фокстеровская скалка. Она должна в натяг ходить. Когда скалка в натяг ходит, то шрус прям нормально там залетает. А здесь скалка, он прям на вылет. То есть она прям болтается. То есть втулку под замену, чтобы на будущее полуось не болталась. Но вот такая ситуация, если вот втулка у вас поскрипывает, когда колесо вращается и у вас скрипы, то это можно устранить, не разбирая практически ничего, а только сняв заглушку и прикрутив. Вот у меня есть такая приблуда, то есть сюда с гайкой, я про это уже показывал, накручивается и шприцуется. Что происходит? Получается, если так я проверяю, если во втулке вдруг нет смазку, его там выдавил или что-то, просто вот так вдоль проходит, вдоль цапфы, вдоль шруса и доходит сюда до втулки, хотел пальцем показать. И втулка тем самым смазывается. Кому-то это помогает, и скрип проходит. То есть просто сюда смазка попадает, и все, и люди ездят. Но вот если ее провернуло, вот у меня было у человека одного, и если ее провернуло, то все уже, смазка помогает, но ненадолго. Это вот если у вас скрип именно связанный с вращением колеса. А если вы просто у вас с покачиванием, либо с поворотами особенно, если вы рулем крутите, и у вас даже на ровном месте начинает поскрипывать, то это у вас шкварня. То есть вот здесь вот в пыльниках просто нету смазки. Хватает приблизительно на 2 года смазки. Сейчас тоже почищу здесь и покажу примерно, как это выглядит, смазка. Как смазывается шкварень. Это сейчас мне просто удобно, поэтому я сейчас сниму. А так это можно, не снимая колеса, подлезть просто сбоку. Это, конечно, неудобнее. Крючком, любой там проволокой, либо более закаленным прочным. У меня есть вот такая игла. Крючком подцепляю, оттягиваю пыльничек и вставляю туда иглу. Крючок убираю. Вот у меня, видите, я специально для этого крючки такие купил. Вот. Крючок убираю. И туда загоняю смазку. Она прям заходит подальше. Раз. Перекидываю его на другую сторону. И тоже туда подальше иглой загоняю, пока не полезет. Ничего страшного, если она вылазит. Опа, все. Все. Пыльник смазанный. Получается, в пыльнике сейчас полностью набита смазка. И вот такой смазки, если густой, хватает на 2 года. То есть вот так вот смазать. Потом может опять попискивать. Потом нужно эту процедуру повторить. Это уже из практики я вам рассказываю. Это я вам показал. А сейчас я у него
проверяю центрацию и так далее. И если все нормально, то просто меняю. Если центрации нет, то все равно разбирать и добавочно уже эти шкварня разобранные смажу. Я вам просто показал два самых распространенных скрипа передних мостов свежих УАЗов Патриотов. Это вот эта втулка, которую можно, особенно ее можно проверить, если есть такая приблуда, там даже у кого-то она продается есть в интернете, что ей можно просто прикрутить, открыть заглушку, прикрутить, шприцануть, посмотреть. Если скрип прошел, значит точно во втулке. Если скрип повторился, значит у вас просто провернула втулку на шрусе, и вам надо разбирать. А второй скрип при повороте кольца просто смазывается шкварня. И если нет люфтов, то потом смело 2 года ездите. Если люфт есть, то смысла нет уже смазывать, то надо менять шкварня. Вот такие две причины скрипов.